Здравствуйте. Абсолютно каждый из нас испытывал это неприятное ощущение. Земля уходит из-под ног, кружится голова. Мы сегодня говорим о головокружении. Этот симптом часто преследует многих пациентов, и многие из вас ошибочно думают, что это признаки инсульта, опухоли. И мы сейчас разберемся в причинах и в основных видах головокружений. А в конце нашего ролика я покажу несколько очень полезных и простых упражнений, которые помогут вам избавиться от головокружения. Как обеспечивается равновесие у человека? Равновесие обеспечивается сразу несколькими системами. Вестибулярная, зрительная и проприоцептивная система. Это мышечно-суставное чувство. Очень важным для вестибулярной системы является внутреннее ухо. Улитка, мешочек и полукружные каналы заполнены специфическим желеобразным веществом – эндолимфой. Здесь циркулируют отолиты. При смещении эндолимфы появляется вот это раздражение, которое говорит о том, в каком положении находится наша голова. И это позволяет мозгу ориентироваться в пространстве. Когда возникает патологическое состояние и отолиты смещаются, вызывается очень сильное раздражение. Это приводит к одному из ярких феноменов, который вызывает очень серьезные опасения у многих наших пациентов – доброкачественное позиционное головокружение. Более 30% головокружений связано именно с ДППГ. ДППГ, доброкачественное головокружение, характеризуется тем, что здесь возникает очень сильное головокружение, длящееся буквально секунды, максимум минута, может быть 2-3. Особенность этого головокружения в том, что оно является системным, то есть человек, который его испытывает, чувствует, что предметы или он сам двигается в определенном направлении, слева направо, справа налево, он как будто падает в определенном направлении. И он именно так показывает нам, врачам, своей рукой или объясняет, описывает, что двигаются предметы перед ним или он сам в пространстве. Очень важно, что это головокружение сопровождается тошнотой и рвотой. И многих эта сила головокружения пугает. Они думают, что у них инсульт или опухоль, но это не так. Буквально проходят минуты, и головокружение исчезает. Но после него остается страх. И чуть позже мы поговорим еще об одном виде головокружения – психогенном головокружении. Итак, доброкачественное позиционное головокружение является и называется системным. Но есть и несистемное головокружение, когда многие из нас с вами испытывают вот это ощущение неловкости, неуверенности, шаткости, как будто мы находимся в люльке, в лодке, нас покачивает, а многие из моих пациентов не могут рассказать, что такое головокружение. Они начинают говорить о том, что перед их глазами какой-то мрак, пелена, голова как будто ватой набита. То есть масса всяких обозначений и определений, которые не имеют ровным счетом ничего общего с головокружением. Но люди говорят, у меня кружится голова. И резюмируя раздел, связанный с ДППГ, я еще раз подчеркну, оно называется доброкачественное позиционное головокружение. Первое. Доброкачественное, значит, оно не связано с серьезными, опасными какими-то причинами, которые могут вас обеспокоить и связать это головокружение с инсультом или опухолью головного мозга. Второй момент, позиционное. Оно связано с тем, что появляется во время перемены положения головы и тела. И многие из вас замечают этот момент. Стоит поднять голову, повернуть ее, и начинает кружиться она очень сильно, появляется тошнота, а то и рвота. Для лечения этого вида головокружения необходимы определенные маневры. Их выполняет специально обученный врач-вестибулолог. Но мы покажем в конце нашего ролика несколько упражнений, которые поможет вам справляться с этим видом головокружения. Но все-таки рекомендую обратиться к опытному отоневрологу, который поможет квалифицированно справиться с этим типом головокружений. Здесь не нужны препараты, хочу подчеркнуть, а нужно проведение специальных маневров. А теперь поговорим о несистемных головокружениях. Вот здесь причин очень много. И гиповитаминоз, и проблемы со зрением. Да, и к офтальмологу порой надо прийти, чтобы разобраться со своим головокружением. И сердечно-сосудистые патологии. Конечно, неврологическая патология в том числе, а иногда есть так называемые психогенные головокружения, о которых мы поговорим в конце нашего ролика. Кто-то связывает свое головокружение с шейным остеохондрозом. Сразу оговорюсь. Лишь малая толика проблем с шеей вызывает головокружение.
Есть вестибулярная мигрень, крайне редкий вариант мигрени, который тоже сопровождается сильным головокружением. Но чаще всего несистемное головокружение связано с так называемым феноменом психогенного головокружения, фобического головокружения. Именно так когда-то называли 3ПГ. Позиционное, перцептивное, постуральное головокружение. 3ПГ теперь в современной медицинской литературе называют так психогенное головокружение. Очень важно, что при нем нет никаких объективных органических симптомов или признаков поражения центральной нервной системы, головного мозга, вестибулярного аппарата, а у человека голова кружится. Почему это происходит? Зачастую это возникает после перенесенного приступа доброкачественного позиционного головокружения, о котором мы говорили ранее. Человек запоминает это страшное для него ощущение, когда при повороте головы появляется сильное, пусть в течение только буквально 30 секунд, но сильное головокружение с тошнотой и рвотой. И появляется испуг, боязнь. Человек начинает нести свою голову как драгоценную чашу, и он поворачивается порой вот подобным образом. Он начинает бояться, двигаться, выходить из дома, ограничивать социальную активность, перестает работать, и таких примеров в моей практике было немало. Что делать в этой ситуации? Коль скоро мы говорим о головокружении, связанном с тревогой, фобическое, психогенное головокружение, напомню, именно так называлось 3ПГ головокружение, при котором нет органической патологии головного мозга, значит, надо разобраться со стрессом, с тревогой, а, возможно, с возникшей депрессией. И нужна помощь психотерапевта, психолога, психиатра в данном случае, который будет назначать, возможно, и анксиолитики, препараты, которые снимают тревогу, а, возможно, и антидепрессанты. Да, именно так порой лечат психогенное фобическое головокружение. Но есть еще несколько очень важных моментов. Вы должны уметь бороться со стрессом. И на эту тему у нас есть отдельные ролики. Посмотрите их, пожалуйста, на нашем YouTube-канале. В конце я хотел поговорить о упражнениях. Это не панацея от всех бед, но они помогут вам справиться с самим головокружением, помогут вам справиться с этой боязнью движения. И давайте мы перейдем к самим упражнениям. Первое упражнение. Перед собой мы ставим какой-то ориентир. Самый простой – это ваш палец. Вы смотрите на него и следите взглядом за пальцем, а сами выполняйте вот такое движение головой. Не надо форсировать, не надо вот этих быстрых движений, ни в коем случае не надо вот так вот делать. Даже сейчас у меня закружилась сильно голова. Очень аккуратно смотрим на палец и делаем так. Раз, два, раз, два, раз, два. Вы видите, что при любом движении головы мой взгляд устремлен на палец. Сколько раз делать, сколько раз выполнять это движение? Ну, вначале это может быть буквально 2-3 поворота. Особенно, когда у вас сильно кружится голова. Не надо спешить. Я всегда говорю, что с упражнениями надо быть очень аккуратным, не надо их форсировать. Потом вы с каждым разом добавляете уже не 2 раза, а 3, 5, 10. Это упражнение можно выполнять как сидя, особенно в самом начале, так и стоя, вот в том положении, в котором нахожусь сейчас я. Второе упражнение, оно очень похоже, когда уже двигается предмет, и вы следите за ним глазами. Раз, два, раз, два. То есть голова уже неподвижна, но взглядом вы следите за ускользающим предметом. И опять повторюсь, не надо вот этих быстрых движений. Не нужно суеты, не нужно ускоряться. Длительность та же самая. Начинаем с 2-3 повторов и постепенно их увеличиваем. Второе упражнение покажется кому-то из вас сложным, поэтому обратите внимание, что выполняя его очень близко к стенке. В случае необходимости или вы можете упереться на нее, если вы теряете равновесие. Почему это так важно? Посмотрите, пожалуйста. Вы встаете прямо и делаете следующее. Выпрямляете руки и начинаете плавно поднимать ногу. Одну,
потом другую. С течением времени вы стараетесь увеличить время, когда вы находитесь на одной ноге. Раз, два, три, четыре, 5. Вы чувствуете, что меня покачивает, я стараюсь удержаться, таким образом, собственно, и начинает тренироваться моя вестибулярная система. Мозг старается сохранить равновесие. Потом то же самое делаем с другой ногой. Раз, два, три, четыре, 5. Между прочим, на этой ноге мне выполнять это упражнение легче. С течением времени вы сможете выполнять это упражнение с закрытыми глазами. Это будет сложнее. Если вы теряете равновесие, то вы можете опереться на стену. Никаких проблем. И у вас не будет боязни выполнения этого упражнения. Делайте его регулярно, увеличивайте постепенно длительность времени, когда вы стоите на одной ноге. И третье упражнение, которое я рекомендую выполнять вам, когда вы испытываете головокружение. Оно покажется сложным для некоторых из вас, но делайте его постепенно. Постепенно приучайте свой мозг к выполнению этого упражнения. Вы избавитесь от боязни движений и потихонечку избавитесь от головокружения тоже. Итак, вы сидите на середине кровати, кушетки, дивана. Обязательно надо сделать так, чтобы у вас и с одной, и с другой стороны были подушечки небольшие. Вы поймете, почему это так важно. Голова под 45 градусов. И медленно мы ложимся на правый бок. Голова сохраняет это положение. И вот лучше, если у вас здесь будет подушка. Или вы подложите руки под голову. Но я предпочитаю какой-то валик. Голова сохраняет это положение. Вы лежите 30 секунд. В этот момент вы можете испытывать головокружение. Это нормально. Не бойтесь этого ощущения. И потом вы принимаете исходное положение. И вот в этот момент я тоже чувствую головокружение, уважаемые зрители. Ничего страшного, я его не боюсь. Я думаю, вы тоже перестанете бояться его со временем. Дальше, следующее. Вы поворачиваете голову уже в другую сторону, точно так же, под углом 45 градусов, и ложитесь в эту сторону. 30 секунд. Лежите и снова принимаете вертикальное положение. Когда головокружение ушло, вы повторяете 3-5 раз это упражнение в каждую сторону. Не спешите, не нужно падений, не нужно резких движений. Если у вас не получается лечь, то попробуйте сначала сделать вот так. С течением времени вы сделаете чуть больше. И, наконец, вы сможете лечь на бок. Сколько времени выполнять эти упражнения? Недели 2-3 минимум, а кому-то приходится выполнять их и несколько месяцев. Но помните, упорство позволит вам достичь успеха. Итак, мы выяснили, что головокружение многогранно. Небольшая часть из них действительно связана с серьезной патологией, с инсультом, с онкологией, но большая часть из них это все-таки несистемные головокружения или доброкачественные позиционные головокружения или фобические головокружения, которые не связаны с органическим поражением головного мозга. Мы об этом много уже говорили. Но разбираться с ними порой приходится с участием разных специалистов. И невролога, и оториноларинголога, кардиолога, офтальмолога, а то и психиатра или психотерапевта. Прислушивайтесь к своему организму, к его сигналам и обращайтесь вовремя к опытным специалистам. Желаю вам здоровья и чтобы голова у вас кружилась только от успехов.